Давайте честно. Всем наплевать на Чудо-женщину. Ну да, она как бы входит в легендарное трио DC вместе с Бэтменом и Суперменом, о ней было аж 2 фильма и несколько мультиков, люди более-менее знают, кто такая Диана Принц, но в комиксах ее влияние не больше, чем у условной Харли Квинн. И виной тому в первую очередь полное отсутствие легендарных произведений. Ведь так или иначе, представление героя в кино строится на его образе в первоисточнике, а образ этот создается в культовых произведениях. И одеваешься как шлюха. Да, он прав. Как шлюха! Для Темного рыцаря это долгий Хэллоуин и год первый, для Супермена Kingdom Come и все звезды. Диана же в этом плане будто осталась обделенной. А как же культовый ран Джорджа Переза? Ведь все его читали, и он действительно построил идентику протагонистки с нуля. Нет, разочарую тебя, дружище, всем насрать на ран Джорджа Переза. Он выходил, когда даже родители подписчиков этого канала не были запланированы, и за это время о нем забыли 300 раз, что как бы показывает истинную влиятельность работы. В любом случае, понять отсутствие легендарных произведений о героине легко, и как бы трудно написать. И тем не менее, в 2023 году стартанула серия, которая за 10 вышедших номеров создала новую основу лора Чудо-бабы. Серия, которая наконец-то представила идеальный образ Дианы в медиа. Серия, которая не оставила равнодушным ни одного читателя. И кто мог написать ее, если не гениальнейший сценарист современности и по совместительству мой любимый автор комиксов? Короче, не буду тянуть. Wonder Woman Тома Кинга — лучший комикс о Чудо-женщине ever, который сделал героиню Great Again. Make Чудо-женщина Great Again. Обычно, выбирая фильм на просмотр, я ориентируюсь не на трейлер, оценку критиков или синопсис. Для меня истинно важен лишь концепт, заложенный в основу сюжета. Насколько он необычный и ебанутый, настолько же большую дает почву для крутых моментов и эффектного финала. И Кинг в своих произведениях великолепно понимает мои предпочтения. Ведь каждый раз уже буквально за пару кадров комикса сценариста понятно, почему я должен его прочитать. Ongoing Вандерки начинается не с представления образа самой героини или ее окружения. Ведь о последнем я знать не знаю, а первая не та штука, что может моментально завлечь меня в историю. За место этого мы видим Бэтмена и Супермена нового поколения, Дэмиана Уэйна и Джона Кента. Я тут подумал, что вы можете не понять шутку, поэтому поясняю. Типа в комиксах вот Супермен, который Чудо-женщине появляется, который Джон Кент, сын Супермена, он типа гей, гомик, педик, пидорас, гомосек. Вот типа сейчас будет про это шутка, вот чтобы вы в контексте были. Фу, пидор. Они стоят на побережье какого-то острова и ждут загадочную ее. Герои обсуждают дамочку, подчеркивая ее склонность опаздывать и самостоятельную натуру. И тут, как гром средь ясного неба, появляется она, Тринити, дочь Дианы. И ты сразу такой: ебать, чё? Ну-ка, посмотрим, что будет дальше. Устами протагонистов Кинг проясняет контекст событий. Трио прибыло к темнице, где таится загадочный злодей. Но чтобы пробраться к нему, им необходимо пройти 3 испытания. Супермену достается боль, и он для открытия пещеры берется за статую, испытывая невероятные страдания. Бэтмену навык, для демонстрации которого он сражается с жесткой воительницей, а Тринити — честь. Потому она встречается с тульпой своей матери и, произнеся эпичную фразу, разоблачает ее. Не в плане разоблачения вся правда пограничник, а просто понимает, что это не настоящая Диана, а жалкий призрак. Так или иначе, девчонка заходит в темницу и начинает беседу с фраерком-сувереном, от лица которого и ведется все повествование в комиксе. Когда-то давно он был тайным правителем Америки, который контролировал все действия президента и вертел миром ради собственной выгоды. Тут Кинг заступает на политическое поле и играется с концепцией масонов, иллюминатов. Кстати, если меня вдруг смотрят масоны, примите, пожалуйста, в орден. Я нормальный парень, но точно не бесполезнее птахи. Ты носишь иногда на себе символ масонов. Но ты не масон. Злодей в своем рассказе переносится на пару десятилетий назад и начинает долгую историю о том, как его победила Чудо-женщина. И тут мы, потрясенные уже одним клиффхенгером, переносимся в настоящее, где происходит основной замес ангоинга. Да, это можно пускай там, да, это пускай останется. Да, еще сначала дорожку.
Дело в том, что в один из бильярдных клубов глубинки Америки залетела амазонка и в ответ на домогательство жестоко убила 10 мужчин. Новость моментально разлетелась по всем телеканалам, и власти Америки приняли ответные меры. Отныне всем жителям Темескиры больше не рады на территории США. Они должны в срочном порядке покинуть страну и отправиться на родину, пока правительство не закончит расследование и не поймает виновного. На помощь поимке амазонок вызывают федерального агента сержанта Стила. По телевизору начинают крутить пропаганду, а жители страны в панике, ведь опасность получить пиздов от сильной женщины теперь стоит перед каждым. Причем каждая из описанных мною сцен поставлена выверенно и кинематографично. Меня лично безумно впечатлил момент с интервьюхой отца семейства, который говорит о том, что ничего не имеет против амазонок, вон даже его дочурка нарядилась в Чудо-женщину на Хэллоуин. И тут повествование разделяется на две части в виде панелек, где с одной стороны нам показывают веселую девочку в костюме ее любимой героини, а с другой — серьезного отца, который заканчивает свою мысль. Ну ёпта, их остров называется райским, а там же ни одного мужика. Да если ничего не сделать, они нас точно захватят. Я просто говорю очевидные мысли, которые у всех на уме. Великолепная демонстрация хитрой риторики, в которой ты как бы и не притесняешь никого, а вроде и на кол посадить уродов надо. А почему вы не хотите идти в армию и всех убить? У вас что-то в башке не так, вот совершенно точно. К 18 годам вас нельзя воспитать, там еще чего-то, нельзя. Ты мальчик, в тебе бурлит тестостерон, ты агрессор. Дополняется изображением наивного ребенка, что еще сильнее подчеркивает кровожадность слов отца. Хотя это на самом деле такая же хитрая риторика от Кинга, ведь в противовес даже самым адекватным тейкам можно поставить какое-то милое и невинное существо и обесценить саму суть мысли. Ну я вот считаю, бля, что цыган надо убивать. В общем, уже по завязке истории видно, что она имеет отчетливый политический окрас. Всех жительниц Темескиры изгоняют на родину, а тех, кто отказывается подчиняться, расстреливают с помощью специальных пуль. Королева амазонок Нубия не понимает, что делать, обычным людям промывает мозги, а супергеройская комьюнити пытается найти выход из ситуации. И вот, в самом-самом конце номера, когда читатель уже в ахуе от масштаба событий, нам демонстрируют Диану. Сначала через баблы слов, потом сквозь прицел винтовки, и лишь после Чудо-женщина предстает целиком, отбивая пулю спецназа. Пока героиня с легкостью разносит военных, Суверен описывает стиль ведения боя Вандерки, сравнивая ее с коллегами. Бэтмен вон обладает технологиями, Супермен силами, Флэш скоростью, однако все они действуют систематично, предсказуемо. Диана же в свою очередь оригинальна в каждом движении, она будто танцует на поле боя. Если другие суперы солдаты, она художница. И именно поэтому ей суждено победить. Блять, вот этим и крут Том Кинг. У меня уже вот здесь вот сидят сюжеты, где страдающие персонажи через превозмогание побеждают противников. Сколько можно? Так что в наше время действительно не хватает комиксов, где герой просто побеждает. Не ноет, не рефлексирует, не сдается, а идет вперед до конца. Подумайте, Диана столкнулась с галактическим пиздецом и с легкостью вывозит происходящее. На руку подобному образу героини идет и повествование от лица Суверена из будущего. Главный злодей сюжета уже проиграл и просто описывает, как и почему это произошло. Насколько Чудо-баба могуча, что, несмотря на весь его хитроумный план, по итогу осталась в дамках. Ну, примерно так бы в реальной жизни Суверен и разговаривал, он же в тюрьме сидит. Чё ты языком мелешь, фуфел? На нашем районе не принято труселя поверх штанов носить. Следующие номера строятся по той же структуре. Диану пытаются победить, но закадровый голос объясняет, что это невозможно и каким образом героиня смогла обойти их на этот раз. При этом серия не уходит в самоповторы, ибо Кинг снова и снова придумывает фишку на выпуск, через призму которого и пишет сценарий. В этом контексте хочется выделить 5 и 9 номера ангоинга. 5 номер посвящен другим героиням из лора амазонок. Яри Флор, Кэсси Сэндмарк и Донни Трой. Они все когда-то были чудо-девушками и сейчас пытаются убедить Диану помочь ей в столь трудной ситуации. Грязная Диана кинет жопу за команду. Она соглашается, но лишь при условии, если они выиграют ее в том или ином испытании. Яра выбирает стрельбу из лука, надеясь вывести на навыки, но проигрывает. Кэсси армрестлинг, рассчитывая на перевес в силе, но также всасывает. А Донна бьется со старушкой на киберпространстве, уверенная в победе из-за скилла в файтингах. Однако по итогу все равно оказывается поверженной. Девчонки дают священные клятвы не помогать Диане, она в соло готовится к драке с армией Суверена, как тут героини вновь вылезают. Говорят, что не могут позволить Вандерке идти на верную смерть и нарушат клятву. Это вообще убер неожиданный момент, аплодисменты Кингу, тем не менее получается, что слово амазонок вообще ничего не стоит.
Я обещаю не водить у тебя парня. Хотя для твоего же блага я это сделаю. Мне похуй. 9-й же выпуск играется со строением сюжета. Дело в том, что Чудо-баба оказалась заперта в темнице суверена, который пытается сломить ее волю. Она сидит без еды и воды уже 30 дней, и чтобы не сойти с ума, погружается в подсознание. Там героиня разговаривает со Стивом Тревором, но каждую страницу контекст событий, как образ персонажей, меняется. То есть в один момент они сидят на космическом астероиде, затем дерутся с монстром в аду, после танцуют в свадебных нарядах, следом рефлексируют на кладбище, потом целуются под фильм и так далее. При этом общая линия диалога остается прежней, но восприятие беседы зависит от контекста событий вокруг. Короче, великолепный ваншотный номер, хотя бы ради него стоит прочитать ангоинг. Так, про уникальную завязку поговорили, про политический концепт поговорили, про образ героини поговорили, про идеально выверенную структуру поговорили, про отдельные шедевральные выпуски поговорили, осталась рисовка. Я вообще в своих роликах редко подробно касаюсь визуальной составляющей комикса, ведь его трудно описывать детально, и в конечном счете вам проще самим прочитать предмет обзора и понять, эстетично выглядит арт или нет. Поэтому и сейчас не буду себе изменять, ограничусь лишь тем, что рисунок Дэниела Сампера дико замороченный и авторский. Типа ты прям чувствуешь, что комикс нарисовал он, благодаря специфическим строениям лиц и постановке кадров. Арт идеально подходит к контексту истории, ибо когда ты видишь величественную чудо-женщину с анатомией на стероидах, ты понимаешь, почему другие персонажи боятся ее. Сампера работал над практически всеми на данный момент вышедшими 10 номерами ангоинга, а это очень важно. Пожалуй, самое важное для этого комикса. Типа, сейчас в индустрии довольно много талантливых художников, которые могут красиво и со вкусом нарисовать тебе сингл. Но дальше сингла или арки дело не заходит, потому, каким бы монументальным сюжет ни был, после смены визуала теряется весь сок. Как мне кажется, именно это отличает просто хороший ран от легендарного. И читая Чудо-женщину, эта легендарность прет изо всех щелей. Я вообще поэтому и снимаю это видео, хотя комикс даже не закончился. Я просто чувствую, что Чудо-женщина Тома Кинга станет культовым комиксом. Комиксом, по которому героиню будут вспоминать долгие десятки лет. Я как ни пытался, не могу уловить ни единый плохой аспект работы сценариста. Меня не сильно интересует Диана, как скорее всего и вас. Но пройти мимо этого комикса, пускай не сейчас, но в будущем, станет преступлением. И вас за него посадят на бутылку. Уже перегибаешь палку, серьезно. Не, если серьезно, то ловите шанс. Все 10 номеров переведены на русский язык, поэтому быстрее бегите кайфовать. Как и со всеми работами Кинга, я не могу пообещать, что вам прям понравится тайтл 100%, клянусь мамой. Может, вы жуткий сексист, который из каждой щели пищит, что «Фемки достали, они лезут в кинематограф». Призываю орду Гринграсса в комменты. Мужики, вместе мы вырожденческая сила против пиндосовской повестки. Тем не менее, равнодушно вас комикс точно не оставит. А не есть ли это черта великого произведения? Эй, обгоняю время, называйте Плуту. Сычки в стране не ждут от меня чуда. Они пьют мое чудо, их парни иуды. Включают шмани и падает посуда. Я делаю днем, ночью и тогда утром.